Всем привет, это Тостер, здесь много интересного о домашней технике. У нас реальные обзоры и тесты. И в этом видео выясним, что из себя представляют современные беспроводные, вертикальные, да еще и моющие пылесосы. Ну или пылесосы с влажной уборкой, если хотите. Участники несколько моделей, в том числе таких известных в этом сегменте брендов, как Bissell, ну в частности модель Crosswave Coldress Max, которая на момент съемки стоит около 50 тысяч рублей. А еще модель iFloor 3, не менее популярная марки Tineco. Этот пылесос дешевле. На момент съемки в интернет-магазинах 24 тысячи рублей. Он стоит в качестве темной лошадки. У нас вертикальный беспроводной моющий пылесос Remy ZR 553 модель по цене около 25 тысяч рублей. Подчеркну, все цены, которые упомянуты в видео, актуальны именно на момент съемки и могут меняться. Ссылки на пылесосы из видео внизу в подписи. Близко знакомимся с этими моделями, говорим про реализованные технологии, проверяем качество уборки, удобство использования, которое включает в себя и удобство непосредственно во время уборки, и простоту ухода. В общем, работаем по золотому стандарту Тостера. Наводим чистоту и решаем в итоге, какой пылесос круче. Выбираем победителя по итогам теста по количеству набранных баллов. Да, применим бальную систему, для удобства. Итак, все три пылесоса, повторюсь, беспроводные, вертикальные и моющие. У всех у них есть два бака для воды. Для чистой из нее вода или моющий раствор, в случае использования моющего средства, подается к насадке и в итоге к полу. Происходит смачивание вращающейся насадки валика, которая протирает пол и способствует сбору загрязнений. Плюс одновременно происходит всасывание воздуха вместе с влагой и загрязнениями. И все, что собрано с пола вместе с водой, поступает в другой бак. Он как раз для мусора и грязной воды. Технология в целом одинакова для всех трех моделей, да и для большинства других пылесосов такого формата. Сразу обратим внимание на насадку валик у всех трех моделей, ведь она играет в этих пылесосах и в самой технологии такой вот одновременной сухой и влажной уборки, когда и мусор всасывается, и пол протирается, весьма заметную роль. У Bissell микрофибра со специальными жесткими вставками из щетины. Это помогает, лучше оттирать загрязнения и вообще справляться с более сложными загрязнениями пола. Такая же конструкция валика у пылесоса Remy ZR, а вот у Tineco вставок из щетины нет. Конечно, такие жесткие вставки не всегда нужны, ситуации уборки бывают разные, но все же прокачанная такая вот универсальная насадка лучше, чем не прокачанная. По 1 баллу получают Bissell и Remy ZR, а у Tineco пока 0. Следующий важный параметр – емкость аккумулятора. По этому параметру среди трех моделей лидирует Remy ZR. У 553 емкая батарея на 5000 мАч. Это позволяет производителю декларировать время работы до 45 минут на обычном уровне мощности или 40 минут в режиме повышенной мощности. Tineco тут на второй позиции с аккумулятором на 3000 мАч и временем работы до 30 минут. У дорогого Bissell емкость батареи всего 2500 и время работы до 25 минут. К тому же у Remy ZR этот аккумулятор съемный, в отличие от остальных участников. Его надо откручивать, но все же несложно снять и поменять при необходимости. 2 балла даю Remy ZR за емкость аккумулятора и за то, что он съемный. 1 Tineco и 0 Bissell. Общий счет 3 балла у Remy ZR и по 1 у Bissell и Tineco. Протестируем маневренность. Это испытание включает в себя понимание от ощущения веса пылесоса и, собственно, удобства оперирования. Насколько с ним удобно и легко в процессе эксплуатации. Уборку мы будем тестировать отдельно, так что здесь работаем с чистым полом, обращая внимание именно на маневренность.
Бисель даже выглядит громоздким. Его вес более 5 килограммов, это без воды. Во время работы я это почувствовал, во время теста с ним не очень удобно. Именно ощущение громоздкости и недостаточной маневренности осложняет работу с ним. Ощущается вес пылесоса, в общем, порхать с ним по комнатам, как это показывают в рекламном видео, на мой взгляд, довольно сложно. Плохо. У Тинека дела получше, во всяком случае нет ощущения громоздкости и неповоротливости. Однако здесь странный эффект, пылесос как бы ведет, тянет за собой пользователя. Ощущение, что не ты управляешь и контролируешь процесс уборки, а сам пылесос. Не буду врать, с одной стороны ощущение интересное, я уже сталкивался с такой технологией в каком-то из тестов, кажется, это было одно из устройств Керхер. Но, с другой, точно не всем понравится, что пылесос как бы тащит тебя за собой. Нужно привыкать. По весу он, кстати, полегче, чем Бисель, 4,5 килограмма. Ремис Эйр еще легче, меньше 4 килограммов. И вот он показал, на мой взгляд, оптимальную управляемость. С ним не тяжело, он не громоздкий, вполне маневренный и полностью подчиняется тебе, никуда не тянет и не тащит. Куда мне нужно, туда я его без проблем и направляю. Не нужно привыкать к излишней резвости, как в случае с Тинека. И нет ощущения невыносимой тяжести бытия, как с Бисель. За этот раунд даю балл пылесосу Ремис Эйр, потому что он в плане маневренности лучше двух остальных. Полбалла получает Тинека. Он хоть и несется вперед без желания на то пользователя, все же не так тяжел на подъем, как Бисель, который остается без баллов. Промежуточный итог. Ремис 4 балла, Тинека 1,5, Бисель пока остается с 1. Удобство в процессе использования пылесоса – это еще и простота управления. А в случае с моющими моделями это важно вдвойне, потому что подача воды – это дополнительное действие. И нужно, чтобы все в этом плане было удобно, чтобы рука не уставала через несколько минут после уборки, чтобы все основные действия можно было выполнять именно одной рукой, той, которой вы держите пылесос. Самый неудобный в этом плане из 3 пылесосов – Тинека. Мало того, что он несется вперед, увлекая за собой пользователя, так у него еще нет ручного контроля подачи воды к насадке и полу, только малый расход в эко-режиме и более значительный в режиме Макс. Не слишком вариативно и нельзя отключить подачу при необходимости. А вот эта кнопка сзади, которую вполне можно принять за пусть и неудобную, но регулировку подачи воды, это на самом деле кнопка запуска самоочистки. У Бисель и Ремис Эйр этот регулятор подачи воды логично находится в нижней части ручки, под пальцами, и подачу эту можно контролировать в любой момент времени, более или менее интенсивно нажимая на кнопку. Тут все по-человечески, а у Тинека нет. В плане ощущений и эргономики понравился шероховатый пластик ручки у пылесоса Бисель. Ручка не выскакивает из рук. У Ремис Эйр пластик обычный, но и форма ручки другая. Такую тяжелее упустить. В общем, по этому пункту Ремис и Бисель получают по баллу, а у Тинека я бы даже вычел балл. Но я не буду, я добрый, просто ничего не дам. Общий счет 5 у пылесоса Ремис Эйр, 2 у Бисель и 1,5 балла у Тинека. Ну нехилый такой отрыв у темной лошадки. Однако посмотрим, что будет дальше. У всех 3 моделей есть дисплеи, куда выводится основная актуальная для пользователя информация. Степень заряда батареи, выбранный режим, наполненность контейнеров для чистой или грязной воды. Это, не так уж важно в контексте качества уборки, но это дополнительное удобство. У Тинека есть даже русскоязычные подсказки рядом со световой индикацией на дисплее. Но это наклейка, которая довольно быстро исцарапается и потеряет, что называется, товарный вид. Ее захочется снять. А Ремис Эйр, например, может похвастаться голосовыми подсказками, сопровождающими разные этапы использования пылесоса. Эко-режим. Теперь все чисто. Пока. Честно говоря, на мой взгляд, это немного перебор. Помните, как в песне «Я надену все лучшее сразу». Но, с другой стороны, может, нужны голосовые подсказки кому-то? Напишите в комментариях, что думаете об этом. Их, кстати, можно отключить. Баллы мы здесь тоже отключаем, не начисляем никому. Есть дисплей у всех и отлично. Так что расстановка сил не изменилась.
Ура! Уборка! Приготовили пылесосом 2 этапа испытаний. Сначала проверим всех троих на ковровом покрытии. Эти пылесосы в целом точно не предназначены для уборки ковров с более высоким ворсом. Впрочем, есть, как выяснилось, и пылесос исключения, но об этом позже. Итак, каждым пылесосом убираем одно и то же ковровое покрытие с одним и тем же мусором. В итоге глобальных проблем не возникло ни у одного пылесоса. Однако у Тинека из-за отсутствия тех самых вставок с жесткой щетиной, о которых речь шла в начале, и слишком гладкой щетки валика, получалось убирать ковер все же хуже, чем у двух других пылесосов. Так что Remy ZR и Bissell получают по баллу, а Тинека отнесу к пылесосам, которые предназначены все же больше для твердого пола. Ну то есть это менее универсальная история, и если у вас есть ковровые покрытия дома, в таком значимом объеме, лучше обратить внимание на другие модели. В итоге 6 баллов у Remy ZR, у Bissell 3 и все те же 1,5 у Тинека. И, кстати, об универсальности. У Remy ZR в комплект поставки входит отдельная щетка для сухой уборки ковров. Причем, судя по ее виду, выглядит как классическая турбощетка даже для ковров с ворсом побольше. Мы, чтобы ее протестировать, как раз поменяли ковер. И да, реально, можно пылесосить ковер и даже на твердый пол. Мы с ним сходили с такой вот сухой уборкой. Нормально. Собирает разный мусор, включая шерсть. Ни у Bissell, ни у Тинека такой вот щетки в комплекте нет. Так что тут еще балл Remy ZR за универсальность, которая вполне может пригодиться. 7 теперь у Remy, 3 у Bissell, 1,5 балла у Тинека. Дальше убираем твердый пол. Тут пылесосом приготовлено йогуртовое испытание. Как раз проверим, как они соберут с пола и слегка вязкое полужидкое загрязнение, и кусочки фруктов, манго потверже и вишню помягче. Плюс сдобрили все геркулесовыми хлопьями. В целом, с этим тестом все пылесосы справились одинаково хорошо. Ну то есть грязь-то они все собрали, именно с этим моментом не было проблем. Но не забываем, что современный подход к уборке — это не только сама уборка, то, как пылесосы справляются с мусором. С этим на самом деле редко бывают проблемы. Это совокупность факторов. Мы уже говорили ранее о маневренности и удобстве управления. И в итоге те наши выводы, если что, в первом закрепленном комментарии есть навигация по видео, те выводы оказались верными. Легче всего убирать было с пылесосом Remy ZR. Поэтому Bissell и Тинека получают по баллу, а Remy я дам 1,5, как раз за то, что реальная уборка реально оказалась с ним несколько проще, чем с остальными. Итог: 8,5 у Remy ZR, 4 у Bissell и 2,5, наконец-то движение вперед, у Тинека. Ох, я чувствую, в комментариях у нас будет жесть и огонь. Но да, пишите в комментариях ваше мнение об этих пылесосах. Это еще не все. Последний этап тестирования — работа функции самоочистки. Согласитесь, здорово, когда после вот такой уборки вы не моете пылесос, чертыхаясь, еще минут 40. У всех трех моделей самоочистка есть. Чистится и водный контур, и основная насадка валик. В ходе теста мы проверили, как пылесосы справляются. Получилось неплохо. В целом все эти пылесосы можно было считать очищенными. При этом мы заметили небольшие отличия в конструкции базовых станций, где пылесосы заряжаются и самоочищаются. У Remy ZR, там, куда становится насадка валик, есть специальные выпуклости, которые во время самоочистки должны обеспечивать, скажем так, ее более высокое качество. То, что они есть, это здорово. И все же то, как именно они помогают, проверяется в каждой конкретной ситуации, после каждой конкретной уборки. Поэтому отмечу их наличие. У других пылесосов их нет. Но итогово всем раздам по баллу, потому что результат самоочистки в целом у всех вышел адекватный. Итого 9,5 баллов у Remy ZR, 5 баллов у Bissell и 3,5 у Тинека. По сути, это и есть финальный результат.
Можно было бы еще поговорить об аксессуарах и комплектации. Например, у дорогого Bissell самая скудная комплектация. Есть только моющее средство. А Remy Zero может похвастаться расширенной, по сути, комплектацией. Кроме щетки для сухой уборки ковров, тут еще море всяких щеточек и ёршиков для очистки самого пылесоса. Вполне могут пригодиться, но могут и не пригодиться. Часто они просто теряются или лежат без дела. Интересный момент. В ассортименте Remy Zero я нашел еще модель 551, которая, кроме цветового решения, отличается от 553 отсутствием второй щетки для ковров в комплекте и несколько менее емким аккумулятором. Соответственно, и стоит 551 дешевле, около 22 тысяч, а 553, напомню, около 25. Ну вот разница не огромная, а получаешь еще и универсальность и солидное время работы. Ну это так, ремарка, интеграция. Итак, по итогам нашего теста с довольно значительным отрывом, что для меня неожиданно, побеждает темная, во всяком случае в начале этого теста, лошадка. Вертикальный беспроводной моющий пылесос Remy Zero AquaStream Pro, модель 553, это его полное название. Напомню, он набрал 9,5 балла. На втором месте с 5 баллами Bissell Crosswave Coldress Max, который стоит в 2 раза дороже, но при этом явно менее удобен в использовании и проигрывает в универсальности. Ну и аутсайдер в нашем тесте, хотя, на мой взгляд, самый симпатичный внешний, Tineco iFloor 3. Он сравним с победителем по цене, но другие параметры вызывали вопросы. Если хочется вернуться к каким-то моментам в тесте, в первом закрепленном комментарии есть навигация по видео. Будем рады вашему мнению в комментариях. Лайк, шер тоже приветствуется. И заходите на наш сайт toster.ru, там не только наши видео, но и много другого полезного и интересного про дом и быт. Это Тостер, мы не делаем сенсацию из бытовой техники, мы просто рассказываем, как она реально работает. До новых обзоров и тестов.